Комитет государственной безопасности СССР, Москва. С уважением, которое вы заслуживаете, имею честь сообщить. Очень скоро, в конце сентября, к вам через южную границу будет послан человек с враждебной целью. Кличка Надежда. Переход предполагается в пункте 40 градусов 53 минуты северной широты, 47 градусов 58 минут восточной долготы. Пожалуйста, все. Ваш друг. Шибку есть, извините? Пожалуйста. Вот 6 копеек. Спасибо. Вы мне правочку не дадите? Пожалуйста. Сколько, 3? 3 копеечки. Это 6-й? Да. Ну, возмечайте вашу Машеньку. Да, прикажете. Всего хорошего. Счастливо. Извините. Попутчики, значит. Будем знакомы. Павел. Михаил. Очень приятно. А хорошо идет, километров 100, наверное. Ничего хорошего. Он сначала опаздывал, а теперь нагоняет. Так и до крушения недалеко. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот я читал в газете, в Японии поезд изобрели. 250 километров в час будет скорость. Это где это? В Японии. А, ну вот они пускай на нем и ездят. Очень хорошо. Чайку, сударь, прошу. Хорошо. Вафли, печенье. Чай. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Ой, не крепок ли, боюсь, на ночь не уснешь. Не уснешь ничего, уснешь, как ребенок. Только что заваривал. Вот это видно. Пожалуйста. Михаил Иванович, прошу. Спасибо. Пашенька, вам чемодан мешает. Ну, поставьте его туда наверх. Летят перелетные птицы в осенней дали. Хочет включается, хочет выключается стихия. Сейчас мы с ним справимся. У вас какая-нибудь булавочка найдется? Или шпилечка? Пожалуйста. Вот. Я ведь по профессии радиотехник. Да? Что? Пожалуйста. Ну вот. Любимый город может спать спокойно. Спасибо. Молодец. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Дим. Дима. Дим. Ну что ты? Чемодан достань мне, я хочу переодеться. Да его тут нет, он там стоит. Но есть один из них чудесный, один Его нет там? совсем. Думаю, тоже что ставили. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Не видно. Где же он? Не знаю. А этот пассажир, Паша-то наш, где? Сошел, наверное. Наверное. И его вещей не видно. Среднего роста, блондин, лет 25-30. Такой милый, веселый, услужливый человек и вдруг. Ну кому ж тогда верить? Да вы не волнуйтесь, придется ваш чемоданчик. Не знаю, поможет ли вам. Этот тип называл себя радиотехником. Да-да. Правильно. В прошлом он был радиотехник.
Какой-нибудь известный в своем роде человек? Да. Ищем мы тут одного по кличке Бекас. Значит, вы его знаете. Знаю. А он себе по поездам разгуливает. Тоня. Ну что, Тоня, распустили хулиганов и жуликов. Это, между прочим, юрист, но, правда, на пенсии. Нет, я распишусь. А вы знаете, товарищ начальник, что есть такая страна, где как только своровал, сразу тяп, и уже нечего воровать. Тоня. Да мне не вещи нужны, бог с ними, с вещами. У меня в чемодане карточка внука, вы поймите. Через 2 минуты вы опоздаете на поезд. Вы свободны. Пойдем скорее. В качестве свидетеля распишите свои. Так мы можем надеяться, товарищ. Найдем ваш чемоданчик, найдем. Спасибо. Кириллов Михаил Александрович. Вы будете звонить? Нет, нет, пожалуйста. Благодарю вас. Тихо, тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хозяин? Ну, я. Я из Горэнерго. А я не вызывал. В вашем районе утечка электроэнергии обнаружилась. Позвольте проверить счетчик. Ну что ж, проходите. А хорошо, вот это у вас. Да не жалуюсь. А это что, яблони? Яблони. Тихо, тихо, милая. Сюда, да? Сюда, сюда. Вот, пожалуйста, смотрите. А там проводки нет. Это уборная. Счетчик-то вот здесь. Вот. А вы не беспокойтесь. С электричеством у вас все в порядке. Да я, в общем-то, не сомневался. Вас еще что-нибудь интересует? Вы не знаете, случайно, где сейчас находится Леонид Круг? Я не знаю никакого круга. Жаль. Жаль, Ян Евгеньевич. Мне он очень нужен. Ну что ж, распишитесь. Это ведь... Что такое? Что такое? Что с вами? Ну-ка, сядьте. Выпейте воды. Я больной старый человек. Пенсионер. Что же вам теперь-то еще от меня нужно? Ничего мне от вас не надо. Будете жить, как жили. Фамилия моя Зароков. Зовут Михаил Александрович. Приехал я из Ростова. Вы сдали мне комнату, и все. Вы ведь один живете? Один. Ну, вот видите. Зачем же жить одному? Тоскливо жить одному. Вот вы мне и сдали комнату. Как у вас с пропиской? У меня своя домовая книга. Прекрасно. Я шофер. В городе устроиться можно? Безработных нет. Ну, отлично, а вы расстраиваетесь. Вещи мои в камере хранения. Убедительная у меня просьба к вам, Ян Евгеньевич. Привезти их сюда. Вот квитанция. Слушайте. Да ну что вы, Ян Евгеньевич.
Я же вам в сыновья гожусь. Построже со мной, построже надо. Зароков! Михаил! Михаил! Ты помнишь, что сегодня вечером надо тебе в леском зайти? Ну, ребятам там должен помочь. Водитель Зароков, пройдите в диспетчерскую. Привет, хлопцы. Здорово. Пожалуйста. Благодарю. Здравствуйте, Зароков. Ого, персональное здрасте. Новички-холостячки берут первенство. Закурить есть? И на мою долю. Ого, богат живет. А может, он клад нашел? А что ты хочешь? Сколько хочешь? Вот в пятницу вез я одного типа на ипподром. Он мне говорит, вот у тещи взял 10, хочу узнать, счастливая у меня теща или нет. И что вы думали? Вечером садится опять ко мне, я его спрашиваю, ну как теща? Во, говорит, я на ее 10 100 выиграл. Марья Николаевна, а то еще вот у меня сосед, он в бане, значит, лотерейный билет нашел. Ну и что? Как? И Волгу, вот тебе крест, выиграл. Ну, поздравьте его. Ну, вот не верит, ей-бог. Ну, слышь, а вот я тебе еще... Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, я тебе расскажу. Ну как? С улицами разобрались? Не очень. А то вместо горной на Садовую пассажира повезете. А вы на какой улице живете? На Полтавской. Вот я теперь всех буду на Полтавской возить. Что вы в воскресенье делаете? Еще не придумала, а что? А на ипподроме были когда-нибудь? Нет. И я нет. Может быть, сходим? Слива говорит, что там иногда выигрывает. Я несчастливая. Зато я счастливый. Тогда сходим. Вот это в левый карман ваше счастье, а вот это в правый карман мое счастье. Как, папаша? Агриппина. Агриппина. Агриппина! Ну что, проиграли? А вы что-нибудь понимаете? Нет. И я нет. Ну так давайте тогда в конце все проверим. Давайте. Да? Хорошо. Спасибо. О, простите, папаша. Не поможете ли разобраться, что к чему? Я новичок. Ага. Ну, это или на пол, или в урну, все равно. Ах, вот так, да? Ага. Благодарю вас. Маша Николаевна, хотите верьте, хотите нет. Мы выиграли. Ой, да ну что вы. Вот, 92 рубля. Ого, вам везет. Дуракам счастье. Половина ваша. Ну что вы, я же не покупала. А я вычту стоимость ваших билетов. Идемте отсюда, что-то холодно, я замерзла. Но если вы в ресторан откажетесь пойти со мной, это будет вовсе несправедливо. Хорошо, пойдемте, но только ненадолго. Ой, хорошо-то какая, захмелела. У нас, когда день хорошо складывается, таксисты говорят, в колею попал. А мне сейчас кажется, что я вообще в колею попал во всем. А разве так бывает? Иногда хочется думать, что бывает. Не сглазить бы. Сплюньте, ради бога. Тьфу-тьфу. Да нет же, нет, через левое плечо. Тьфу-тьфу. А я в приметы не верю. А я верю. Девчонки, влетит нам. Папаша, скажите, пожалуйста, сколько времени? 10:30, дочка. Я побежала, ребята. Ой, вот кому по-настоящему хорошо. Лен, подожди, мы идем. Никогда не любил девчонок. А женщины, которые нравились, были заняты. Вы были замужем? Да, Кто он? шофер. Что, разошлись? Да нет, авария. И не стало человека. А, простите. Я теперь понимаю, почему наши ребята к вам хорошо относятся. Да, он в нашем парке работал. Угу. А вы были женаты?
Молодой еще. Не довелось. Я вообще детдомовец. Была сестренка, но за войну куда-то потерялась. Потом попал в плен, мыкался по лагерям, бежал. Ну, пришлось сменить фамилию. Прошел почти до Берлина. И ранили, и награждали меня не раз. И все вроде бы не меня, а другого человека. Вот только недавно покаялся. Простили. Обещали даже ордена и медали оставить. Не хотелось мне обременять своей мутной судьбой близкого человека. Ну вот мы и пришли. Ага. К сожалению. Давайте прощаться. Давайте. Спокойной ночи, Миша. Спокойной ночи. Встать! Зуб идет! Прошу садиться. 9 человек, 9 отщепенцев, движимые подлостью, страхом и копеечным грязным расчетом, согласились стать сообщниками фашистских оккупантов. Они жили среди нас и, встречаясь с нами, отводили глаза, чтобы не выдать страха, который тряс их все эти годы. Но земля обладает странным свойством. Она возвращает тех, кого подло упрятали в нее. Что же заставило этих людей скатиться в такую пропасть? Какая внутренняя пружина в них не сработала? Что парализовало их совесть и разум? Добрый вечер. Сегодня по вашему совету ходил на бега. Ну и как? Выиграл. 92 рубля. Хорошо. С вас приходится. А как же? Это правильно, что грузинский коньяк у нас лучший, а? Из дешевых лучше армянские, а грузинские марочные лучше французских. Но. Лучше, я знаю. Интересно, надо будет попробовать. Чем это вы так увлечены? Комитета государственной безопасности при Совете министров Союза СССР по Краснодарскому краю за активную карательную деятельность и личное участие в массовом уничтожении мирного населения арестованы бывшие эсэсовцы гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10А Вейко Лоис Карлович, он же Александр Христианович, Сургувадзе Валериан Давыдович. Кого судят в Краснодаре? Ваших друзей, родственников? Я не служил в зондеркоманде. Михаил Трофимович. А в гестапо я работал рядовым переводчиком. У меня чистые руки. Чего же вы тогда нервничаете? Я не признаю правомочность подобных судов. Прошло больше 20 лет, а у каждого времени есть свои законы. Они были рядовыми исполнителями приказов военного времени. А сейчас мир. И логикой мирного времени не измерить логики войны. Брежьте-ка, лимончик. К сожалению, Ян Евгеньевич, нас с вами не спросят относительно правомощности подобных судов. Да и вообще, вы, кажется, неправы. Чистые руки. А как же вы бумажку-то подписали? Я подписал эту бумажку, когда всем стало ясно, что сверхчеловеком скоро капут. А вообще-то говоря, задавать подобные вопросы вам неделикатно. Ты прав, старик. Неделикатно, прости. Вот здесь 1500. Постарайтесь приобрести облигацию, которая выиграла, ну, хотя бы 1000 рублей. А то моей зарплаты и вашей пенсии нам едва ли хватит на наши возрастающие потребности. Чай на плите? Да. Да, Ян Евгеньевич. И купите какой-нибудь приемничек. Музычку послушать. Да и вообще.
Проходите, пожалуйста. У вас проживает Зароков? Да. Михаил Александрович? Угу. Прописан временно. Временно? Как говорится, книжечку. Он где сейчас? Здесь, на работе? Да нет, по-моему, спит еще. Разбудите. Да-да. Михаил Александрович, можно к вам? Да, заходите, Ян Евгеньевич. Заходите, присаживайтесь. Участковый из милиции. Товарищ хочет с вами лично поговорить. А, сейчас, Ян Евгеньевич, сейчас. Возьмите себя в руки. Доброе утро, товарищ лейтенант. Здравствуйте. Зароков Михаил Александрович. Михаил Александрович. 22-го года рождения. Так точно. Ай-яй-яй, гражданин Зароков, нехорошо получается. Вас ищут, а вы, как говорится, скрываетесь. Позвольте, а кто же меня может искать? И вся милиция Советского Союза. Неужели? Нина? Сестра моя? Точно. Не может быть. Она самая. Поздравляю! 20 лет прошло, искал все без толку. Думал, умерла, замуж вышла, сменила фамилию. Там. Точно, фамилия у нее теперь Воробьева, проживает в Ленинграде. Ян Евгеньевич! Ян Евгеньевич! Ян Евгеньевич, вы слышите, сестра нашлась. Да уж скорее не она, вы нашлись, как говорится. Вот, получите адресочек, тут и телефончик имеется. Ну, спасибо. Так по такому случаю не худо бы. А, не-не, во время службы не потребляем. Да, ну... Не-не-не, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Как говорится, желаю счастливой встречи. Спасибо. Всего хорошего. Da ist dein Platz. Da ist dein Platz. Aufstehen. Aufstehen! Ты что, с ума сошел? Скажи спасибо, что не пристрелил. Зубы-то целы. Тебя как звать? Михаил. Михаил. Значит, тезки. Меня тоже Михаил Зароков. Вот что рассказывать. Отца я своего не помню. Мать в 30-м умерла. Так что, выходит, у тебя никого и нет? Всего и родичей-то. Нинка, сестренка. На 5 лет младше. Под видом военнопленного вы пробыли в концлагере месяц. Да, но биография Зарокова я не успел воспользоваться. Да, война слишком быстро окончилась. Ну ничего, воспользуемся сейчас. Что стало с Зароковым? Его больше не существует. Можете не волноваться. Ближний Восток, Азия, теперь Россия. Блестящая карьера. Поздравляю вас, господин Тульев. Извините. Да, ваш отец предложил для вас псевдоним Надежда. Это имя моей матери. Говорят, вы очень похожи на нее. Возможно. Добрый день, Эльза. Я думаю, 3-4 лет. Вам хватит, чтобы стать там своим человеком. Обживитесь, подберите людей. И это, как вы понимаете, главное для вас, как резидента. Мелочами тревожить не будем. Понимаю, шеф. Еще есть 2 частных задания. Наших друзей интересует район Новотрубинска. По некоторым данным, у русских спрятано там производство атомного оружия.
Постарайтесь добыть пробы земли и воды из близлежащих мест. А как пробы попадут к вам? Вот это второе задание. Разыщите человека по фамилии Круг. Возможно, Дембович знает о нем. Да поможет вам Бог. Благодарю вас, шеф. Что это с вами, Ян Евгеньевич? У меня радость, сестра нашлась, а вы? Какая сестра? Вы что, с ума сошли? Слушайте меня внимательно, Дембович. Если вы действительно не знаете, кто такой Леонид Круг, то вам придется самому съездить. Понятно. Круг работает киномехаником в клубе. Недалеко от города, на 7-м километре. Поддерживаете контакт? Виделись издалека, не разговаривали. Но он меня узнал. Его теперешняя фамилия Лазарев. Так вот, поедете на 7-й километр? Это не обязательно. Круг каждый день приезжает за картинами на базу кинопроката. Да? Откуда вам это известно? Я несколько лет работал инспектором в областном управлении культуры. Круга видел на базе. Просто как все великое. Я вам дам пароль к нему. Пусть сегодня же оформит отпуск или бюллетень. Словом, завтра он должен лететь в Ленинград. Завтра утром передадите ему билет и скажите, что он должен будет делать в Ленинграде. Все ясно, Дембович? Слушаюсь. Алло, по телефону все не расскажешь. Минка, сестренка, родной мой человек. Я через недельку нагряну к тебе. Возьму отпуск и нагряну, не возражаешь? Ну, прекрасно. Ага, слушай, что ты еще хотел сказать тебе? Да, на днях один мой товарищ будет в Ленинграде, и он к тебе зайдет, не возражаешь? Ах ты моя хорошая! Алло, девушка, алло! Ваше время кончилось. Девушка, в чем дело? Я ж просил не разъединять. Линия перегружена. Маша! А у меня радость, Маша Николаевна. Какая радость? Сестренка нашлась. Ой, какая сестренка? Нина, моя сестра. Ой, да не может быть. Сейчас с ней по телефону говорил. Поздравляю. Спасибо. Ну что же вы раньше-то молчали? Да вот, говорю. А когда увидимся-то? Сегодня Лена приглашала на день рождения. Пойдемте? Прекрасно, если возьмете. Ну, так и быть, возьму. Спасибо. Товарищ, вы не с 7-го километра? 7-го. Не подбросите. А вон хозяин. Слышь, вот тут земляк 7-го. Пассажиры набивается. Ты как, не против? А у меня уже есть. Да я здесь могу. Ну, если хотите погреться в кузове, пожалуйста. Ну вот и я за компанию. Давай. Слушай, друг, негрольчику не найдется? Да был вроде. Хватит? Ну, это что? А колонка далеко? На том конце города. Но если хотите, поезжайте за мной до 7-го километра. Добро, только не очень гони. Я их вел от кинопроката до поселка 7-й километр. Это что за деятель? Лазарев Иван Александрович, киномеханик. А зачем он киномеханик? Узнаете, Андрей Михайлович? Погоди-ка. Постой. Ну, не может быть. Точно. Экспертиза подтвердила. Лазарев, он же Леонид Круг. Да уж, действительно 20 лет спустя. Значит, не зря появилась сестра. Вот. Ага. Святое семейство. Это ведь этот, Виктор? Виктор, старший. Лучший друг предателя. Трогательная фотография. Это ведь этот Власов. Тот самый? Да, полюбуйся. Повезло тебе, Сергей Николаевич. В чем же?
А меня вот из-за этих кругов в 47-м понизили в звании. Ну да. В самом конце войны меня перевели в Западную Украину. А замом ко мне поехал Владимир Гаврилович. Там тогда действовали банды из бендеровцев, бывших полицаев, власовцев, прочие шушеры. Боевка. Да, так они себя называли. Одной из банд руководили эти самые круги. В 42 году они сбежали к немцам, терять-то им было нечего. Свирепствовали. Ну, банду-то мы ликвидировали, а вот главарей упустили. Виктор ушел за кордон. А теперь он у них в разведцентре фигура. А Леонид исчез. Вот так, Ян Евгеньевич. Отберут права, поваром к вам наймусь. Возьмете? Круг уехал. Хорошо. На курсе уехал. Ну, понятно, понятно. Постойте, на какие курсы? Повышение квалификации. Когда? Вчера вечером. Струсить он не мог. Не наследили, Дембович? Не думаю. Обычная вещь. Время от времени механику посылают на курсы. Ну что ж, пусть учится. А что намерены делать вы, Дембович? Моя сестра ваша забота. Я ведь предупредил. У меня есть один человек. Я им когда-то помог достать документы. Ну. Это, понимаете, это грязная история. Он работал исполнителем в гестапо. Ну что, вешал, расстреливал? Кто такой? Его зовут Василий Терентьев. Живет он в Пскове. Пойдет? Пойдет. Уверены? Я напомню ему Краснодарский процесс. Пойдет. А, кстати, чем там кончилось-то? Расстреляли. Ай-яй-яй. И правильно сделали. Скажите, Терентьев здесь живет? Да, вот здесь. Здравствуй, Терентьев. Здравствуйте. Ну что, помочь, папаша? Без сопливых обойдемся. Как Тоже мне просишь. сынок нашелся. Ну, кому машина нужна? Комарова. Нет, не пойдет. Кому машина нужна? Кому машина? Ну, Галош, куда ехать? На Васильевский. Ну, ладно, давай. Да ты что, ошалел, что ли? Потом. Вон, видишь, белые машины, иди садись, а я еще попутчиков поищу. Кому на Васильевский? На Васильевский кому? Кому на Васильевский? Ну, Галоша, легкая у тебя рука. Еще 2 попутчиков нашел. Ну-ка там чемоданчик поаккуратнее поставь.
Один бы мог сесть впереди. Ничего, в тесноте теплее. Чё? Еще что есть? В аэропорт. Я самолет не переношу. Я тоже. Вас, Терентьев, будут судить как государственного преступника. Но сейчас речь о другом. Что вам велел сделать Дембович после убийства Воробьевой? Послать телеграмму. Вот с этим текстом? Да. А потом? Ехать в Псков. Все? Палатку ограбить. Или кому в карман залезть. Зачем? Все лучше. Год-два дадут в лагерь, чем идти по мокрому делу. Вот что, Терентьев. Сделайте все так, как велел Дембович. И телеграмму пошлите, и в Псков поезжайте, и палатку. Сможете? Чего проще? Суд приговорил Терентьева Василия Григорьевича признать виновным во взломе палатки и хищении из нее продуктов, то есть совершении преступления, предусмотренного статьей 89, частью 2 УК РСФСР, и лишить его свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Мало. Простите, мне нужен лейтенант Егоров. Лейтенант Егоров находится в 12-й комнате. Спасибо. Посидите, Маша, я быстро. Что с моей сестрой-то? Неприятно сообщать такие известия, как говорится. А что такое? Ваша сестра умерла. Как? Что значит умерла? Убийство с целью ограбления. Спасибо. Ну вот, приехали, стоим. И стоять будем. И что стоим? Вчера тоже самое. Это свободная машина? Занята машина. А какая свободная? А вон, проходите в первую. Ребят, чья машина? Занята. Ну вот, сразу занято. А это что, тоже занято? Тоже занято. А на чем ехать? Садись сюда. Куда ехать? Куда? Сначала пожрать куда-нибудь, а там видно будет. Ну что, поехали? Посмотрим, как у вас тут кормят приличных людей. Ян Евгеньевич, где вы там? Я здесь. Работа есть. Бросайте-ка вашу прачечную. Одевайтесь получше, как на прием к английской королеве. Быстрее, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вы сегодня рано. Да так, знаете, как-то... Прошу вас. Я сам. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Вы не против, если я составлю вам компанию? Сделайте одолжение. Благодарю вас. Вы уже заказали? Да. Но, кажется, здесь вообще не подают. Ну, сколько можно ждать? Бегу. Ну, вот видите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь просто выдерживают марку. По старым традициям, в классных ресторанах не принято было спешить. Вам, как всегда? Да, и шеф-повару передайте дважды. Вам долго ждать. Так что воспользуйтесь. Вы очень любезны, молодой человек. Ну что ж, выпьем. За ваше здоровье. Будьте здоровы. Будем знакомы. Куртис. Матвеев. Паша. Ты уедешь к северным оленям, в дальний Туркестан уеду Слушай, я. я тебя все равно никуда не отпущу. Старик, исчезни. Куда ты денешься, ну? Мы разошлись, как в море корабли.
Мне бы Зудова. Ну, я. Тогда привет, боцман. Привет. Пройдем? Валяй здесь. Хорошо гостей встречаешь. Что надо? Хату на пару дней. И документы. С кем имею честь? Бекас слыхал? Слыхал. Давно гуляешь? Какая разница? Табачку тебе привез. Для боцманской трубочки. От друзей. Слушай, детка, трубочку я же давно отнес в милицию. Советую тебе отнести туда и табачок, конечно, если не боишься. Уловил? Усек. Значит, завязал. Еще вопросы какие будут? Да нет, и так все ясно. Будь здоров, босс. Будь здоров. А насчет табачка подумай. Ладно. Папаша, мы же расстались навсегда. Следишь, старик? Тихо, тихо, ну тихо. Куда ж теперь денешься? Это вы насчет чего? Куда влечет меня мой жалкий жребий? В гостинице. В гостиницу же документы нужны. А у нас есть. Все есть, как в лучших домах Лондона. Вот, пожалуйста. Дембович Ян Евгеньевич, тихо. Когда поспел? Выходит, папаша, или вы не Куртис, или это ксива не ваша, а? Всегда полезно иметь запасной документ. Уважаю. Вот что, сейчас поздно. Пойдем спать. Я устрою. Ну, веди меня, Миклух Маклай. Ты уедешь к северным оленям. Похоже, что вы в свое время только и занимались тем, что грабили пьяных. Вы же сами сказали, что при возможности обязательно обыскать. Вот и паспорт. Карточка переклеена. Куркин Павел Александрович. Так Ротозея звали. Вот как настоящая фамилия этого типа нам неизвестна. Если не врет, Павел Матвеев. Трижды судим. Бежал из колонии. Имел явку, но хозяин отказал. Отец умер в госпитале во время войны. Мать живет в Москве. Из вас получился бы неплохой начальник отдела кадров, Дембович. Вероятно. Где вы его оставили? Я его отвел на квартиру к Эмме и уложил спать. Вы с ума сошли. Ну зачем же к Эмме? А что такое? Судя по вашим рассказам, эта профессорская вдова — единственное светлое пятно в вашей жизни. Да. Ну а если он вор? Он же наследит, завалит квартиру. Лезете напролом, как медведь. Вы же сказали, что его ни в коем случае нельзя упустить. Не хватало, чтобы вы меня познакомили еще с контрразведкой. Она как раз интересуется седыми пожилыми людьми с подозрительными связями. А это что? Это, вероятно, мать. Он мне о ней много говорил. Зовут ее Пелагея Сергеевна. Так вот, Дембович, вы сейчас же вернетесь назад и положите все это на место, там, где было. Воровать в вашем возрасте, по меньшей мере, неприлично. О том, что вы меня знаете, он ни в коем случае не должен знать. Поживите с ним, приглядитесь. Если вы его подозреваете, зачем он вам нужен? А мне будут нужны люди. Так лучше иметь такого симпатичного урку, чем другого. Как ваша любовь отнеслась к нему? А ее нет. Она на гастролях. Ах, она еще поет. Представьте, поет. Ну, идите, да поможет вам Бог. А я неверующий. Да, а я тоже.
Привет. Ну а что делать? Ну, Владимир Иванович. График так составлен. Дядя Леша, Отдохнете посмотри, зимой. пожалуйста, счетчик чего-то барахлит. Сейчас посмотрим. Чем расстроены? Да ну в отпуск посылают. Когда? Да сейчас. Ну и что? Ну что. В сентябре хотела отгулять. Заодно и за прошлый год. Это все? Все. Есть из-за чего расстраиваться. Да так рассчитывала. А по мне, когда бы не отдыхать, лишь бы отдыхать. Ну а куда я зимой денусь? Путевку сейчас не достанешь. Михаил! Сейчас! Вы когда сегодня кончаете? 8. Я заеду за вами. Что-нибудь придумаем. Зарок. Не Да расстраивайтесь. чего уж? Да. Проверял контакт? Да, конечно. Ну, тогда проводку надо посмотреть. Не проводка, это спидометр. Так что ж придумать? Не знаю. А вы в Москве когда-нибудь бывали? 2 раза. И то проездом можно не считать. Так почему бы вам не провести отпуск там? Денег нет. Пусть это будет мой подарок вам. Угу. Деньги у меня шальные, с ипподрома, вы же знаете. Нет. Я к таким подаркам не привыкла. Ну хорошо, а в долг? Я и в долг не привыкла брать. Ну, а премии у вас существуют? Существует. Если вы план выполните. Ну что ж, за нами дело не станет. У меня просьба к вам, Машенька. Можно я вас так буду называть? Понимаете, какая штука? Во время войны у меня был друг. Прекрасный парень. В 43-м он погиб. В Москве остались жена и мальчонка. И вот 2 года назад в вагоне вдруг встречаю его. Аж страшно стало. Его? Его, сына. Как 2 капли воды вылитый Шурка. Матвеев. Только не пишет паршивец. Так вот, заодно зашли бы к нему. Передайте привет. Спросите, что к чему. Может, чего требуется помочь. Уговорил? Почему так скоро? А что, я нарушила ваши планы? Наоборот, я скучал. Какое совпадение. Я тоже. Ну так, отчитывайтесь. Ну так уж сразу. Можете постепенно. Ну, была в Большом, в Амхате. В Современник не попала, на Райкина не попала. Третьяковку обошла. Была в Пушкинском. Устали? Ну, не то слово. Это еще не считается ума и гума. А это что такое? Ну, магазинов. Ах, да. Ну, а про Матвеевых, конечно, забыли. Что вы нашла? Ну и как они там поживают? Видела Пелагею Сергеевну. А Павла? Беда у нее. Павел-то, оказывается, вор. Как так? Его судили, он бежал из тюрьмы. Стрелял в часового, ранил. А вот теперь его ищут. Скажите, бывает же так, а? Да. Как-то он говорит, приличная ксива. Ну что ж, вполне приличная. Корнеев Павел Алексеевич. Ну как? Да, не подкопаешься. Ваши бы таланты, да, на благо. Дембович, пора устраивать его на работу. Что он умеет делать, вор? Вор – это не профессия. Подыщите ему работу, чтобы разъезжать. Ну, экспедитором или грузчиком. Так, чтобы легче было встречаться. Слушаюсь. Вот, к примеру, захочется выпить вам, а вам выпить нигде не дают. Все стыдят, да грозят вытрезвителя, да в нетрезвую душу плюют. А на кладбище так спокойненько, от общественности вдалеке. Все милости просим. Все пристойненько, и закусочка на бугорке. Папаш, когда вернется ваш старинный романс, вы меня куда денете? Пристроим куда-нибудь. Старики, я Шекспиру по призванию. Мне бы Гамлета писать бы, друзья. Но от критиков нету признания. От милиции нету житья. А на кладбище по традиции. Ты в Новотрубинске был? Бывал. Крытый там 1 класс. И начальник добряга. А вот чего крытый? Тюрьма. Километров 30 от Новотрубинска есть станция Кузовки. Ну, есть. Тебе бы съездить туда надо.
Папаш, я же заступил на трудовую вахту. О чем речь? Ничего, ничего. Возьмешь недельку за свой счет. За ваш. За наш, какая разница. И по семейным обстоятельствам. Значит, можем проветриться. Отлично. Не забаскаль. В мае-то снег, наверное, там растаял. А вам нужен прошлогодний снег? Одним словом, поедешь в Кузовки, наберешь там фляжку воды из речки и возьмешь горстки 2 земли. Вот тебе фляжка, вот банка. Так. Учтите, Ян Евгеньевич, что я вор с незаконченным высшим образованием, правда, без среднего. Так что научно-популярную литературку почитываю между посадками регулярно. Знаете, такие маленькие книжечки в ярких обложечках. Не читали? Это называется, знаете как? Проба на радиоактивность. Статья 64 УК РСФСР. Измена Родине. А это не мой профиль. Извините. Кто заподозрит человека, если он наберет бутылку воды из речки? А земли тебе нужен не самосвал? Папаша, я же беглый. Меня же ищут. Попадусь, что скажу? Что везу землицу на могилу отца, а водой хочу полить цветочки, которые на ней не растут, потому что я не знаю, где могила. Если ты попадешь, тебе все равно крышка. Чего это? Убийства часовых не прощают. Он же должен был остаться живым. Должен. Откуда узнал? Откуда? Знаю. Помер. Ну ты как? Едешь? Можно. А что с этого буду иметь? Мало не будет. Вот тебе для начала. Аванс. Когда прикажете? Завтра оформляй отпуск, а послезавтра самолетом на Новотрубинск. Вот тебе еще деньги. Купишь спортивный костюм, ботинки, рюкзак. И сойдешь за этих, как они там? За кого? За туриста, за кого? Ладно. Все билеты вернешь и покажешь. Это что, для отчета, что ли? Может, командировочку выпишет папаша, а? И с этой командировочкой-то по тундре, по широкой дороге, где мчит курьерский Воркута, Ленинград. Москва. Задерживается метеорологическими условиями отпуска до 18 часов. Понял вас, Алексей Михайлович. Да, спасибо. Так вот, никаких интересных для них объектов в районе Новотрубинска не было и нет. Но если они там ищут, значит, предполагают, что они есть. Пусть думают, что есть. Ты когда должен возвращаться? По графику Дембовича завтра к вечеру. Садись. Судя по всему, они предполагают получить положительные пробы на радиоактивность. Владимир Гаврилович, отправьте это, пожалуйста, в лабораторию на обработку. А вот как Зароков собирается переправить эти пробы? Или оттуда пришлют, или он кого-нибудь пошлет. И что интересно, Дембович снова встречался с Кругом. Ищет 2 путевки. 2? Да, поближе к западной границе. Не позже 15 числа приобрел надувную лодку. И Зароков 2 раза выходил на этой неделе в эфир. Значит, они собираются переправить Круга. Похоже. А вот зачем Дембович ищет 2-ю путевку? Как ты думаешь? Не знаю. Если для меня, не откажусь. Я вижу, ты в шкуру Бекаса плотно влез. А если действительно для тебя? Значит, ты им там нужен. Для чего? Дадим Кругу уйти. Пробы должны попасть к ним. Остальное зависит от обстоятельств. Сколько тебе лет?
31 скоро будет. Ну, замуж пора. Давно. Скажете. А кого направим к нему связным? Риту? Так он же будет возражать. Я? Нет? Так, ну ладно, отдыхай. Только уговор. 2 шарафору. Да что, я уже забыл, когда кий в руках держал. Иначе играть не буду. Ну ладно. Владимир Гаврилович, мне бы в город надо. Зачем? Мать поглядеть. В городе тебе появляться не надо. А мам скоро будет здесь. Правда? Вот спасибо. Ну давай. Чего? Sechsundachtzig, 5, 3, 7, 2, 8, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 2, 5, 7, 3, 4, 3, 3, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 8, 2, 2, 7, 8, 3, 1, 2, 7, 7, 5, 8, 3, 3, 6, 1, 3, 6, 6, 5, 2, 5, 3, 7, 2, 8. Будьте счастливы. Отпуск-то оформили? Да, с завтрашнего числа. Ну, вот путевка. Запомните сами. Теперь слушайте внимательно. Катер придет ровно в час ночи 28-го. Вот на это место. Это план бухты. Вашего помощника зовут Павел Корнеев. Пароль к нему. Как насчет халвы Бекас? Чего? Насчет халвы. Завтра будете в 2 часа на вокзале. Встанете около сапожного киоска. Со мной будет Корнеев. Запомните его хорошенько. Все. Ну как, лодочка, папаш? Не тяжело? Ну и хамло же ты. Сами покупали, пишите на себя жалобу. Стой! Держи. Слушай меня внимательно. Тебе подойдет человек и спросит, как насчет халвы Бекас? Может, лучше насчет пива? Не перебивай. Ты отдашь ему фляжку с водой и банку и будешь исполнять ее приказания. Там как на войне. То, что тебе дадут, положишь в этот чемодан. А 28-го, запомни точно, 28-го я буду ждать тебя на автостанции не позже часу дня. По Гринвичу? Трепач. У меня будет такой же чемодан, мы там обменяемся. Иди. Да поможет нам Бог, как говорят караси, когда их кладут на сковородку. Иди, иди, караси. Попались? Что надо? На лодке можно. Впрочем, кажется, у нас похитили корабль, и капитан остался без лошадок. Ничего, сейчас разыщем. Значит так, делим пляж на 3 сектора. Ты бежишь туда, ты туда, я прямо. Вперед! Простите, вы не скажете капитану, кто похитил его корабль? Скажу. Кто? Иван Александрович. Какой Иван Александрович? Лазарев из 6-й палаты. А, это... Ага. Спасибо. Ну вот видите, я же говорил. И вы не собираетесь вернуть капитану его дредноут? Вернем, обязательно вернем. Я вот только не понимаю, как ты с таким насосом его на воду спускаешь? Так ведь море, оно смелых любит. Тоже верно. Ну а как насчет халвы Бекас? Ну-ка, девочки, бегом, принесите капитану его рубашку. Быстро? Быстро.
Быстро! Что сразу не говорил? Есть халва. Когда отдать? Там видно будет. После обеда соберешь компашку и пойдем вон на тот мыс. Зачем? Погуляем. Образованные просто одолели, образованные просто одолели. У нас в семье есть референт, 2 кандидата и доцент. В обед за стол все дружно сели и поели. Они торопятся удрать, а мне посуду убирать. Образованные просто одолели, образованные просто одолели. Красота какая, а? Да, встречаемся в 11 здесь. Когда? Сегодня. Возьмешь лодку, банку и фляжку. Спускаться будем здесь. Здесь? Это что, здесь башку свернешь? Или вот здесь, в крайнем случае, можно. Один черт, а здесь ноги поломаешь. Ну, ничего, ничего. Ты лучше скажи, по какой статье гореть будем? Сегодня за мной придет катер. Отвезешь меня туда, оттуда возьмешь посылку. И сменит насос. Хрюкает. Все. Ничего себе все. Обратно кино крутить не будем. Иди гуляй. Когда же мы видимся снова? Завтра. А сегодня уже нет? Ну, когда же сегодня? Ну, хотя бы в час ночи. Ой, что вы, в это время я вижу второй сон. Какая жалость. А, кстати, который сейчас час? 9:45. Ой, совершенно забыла, у меня междугороднее. Ну вот, опять мне не везет. Извините. Что делать? Хорошая бабенка. Да. Я тебя жду. Ну, чё ты? Чего, насос доставал? Достал? Достал. В гараже позаимствовал. Ну, давай банку. Ну, во. Ты иди, а я посмотрю. Давай быстрее. Откуда придут-то? Откуда надо? Темнеешь все. Вот тебе телеграмма от жены с вызовом. Черт, забыл в палате. Ну ладно, завтра утром зайдешь в палату, заберешь мои вещи к себе. Правда, там сосед. Но ничего, я ему записку напишу. Отнесешь телеграмму в администрацию, чтобы не шебуршились. Понял? Слушай, попутает меня здесь. Кто вещи заберет? Отпусти ты меня, а? Забирай лодку и чеши один. Стой. А? Давай лодку на воду. Быстро. Signal geben! Zu Befehl Signal geben! Ага. Вот. Давай правым. Черт, пограничники. Наши? Ваши. Резиновая шлюпка справа 33 кабельтова. Есть.
Вправо 30 по компасу. Есть право 30 по компасу. Дать луч в сторону шлюпки. Есть дать луч в сторону шлюпки. Шлюпке подходит катер. Боевая тревога. Есть боевая тревога. Осмотровой группе приготовиться к высадке. Есть осмотровой группе. Включить пограничные огни. Есть включить пограничные огни. Эй, налодка, кто вы? Экватор. Я есть Аляска. Быстро, шнелла, шнелла. Открыть предупредительную стрельбу. Открыть предупредительную стрельбу. Правый. Помоги! Помоги! Да ну! Сейчас, держись за меня! Давай! Рука! Рука! Кто есть круг? Он! Хайнс пакет хер! Ты брать посылкой плыть берег! С ума сошли! Его схватят! Пойдет с нами! Мы так не договаривались! Свяжите его! Ския, Мэш! Скажи! Топлайф, ския! Кроет! Черт! Меньше, чтоб заходишь! Den Kutter am Backbord anlegen. Zu Befehl, Kutter am Backbord. А это что за военный корабль? Их. В нейтральных водах. По всей вероятности, ждет нарушителя. Теперь уйдут? Уйдут. До нейтральных 2 мили осталось.